Я сделала подарок свидание, скажем так. Там взяла печеньки, чай горячий и спланировала маршрут на весь день. В итоге в конце дня мы оказались в музее, который называется «Музей капитуляции Германии». Это один из самых объективных музеев о Второй мировой войне, который я видела в своей жизни. Если честно, самый объективный музей лучше я не встречала. Вот, как-то так. Это традиционные абсолютно темы для наших праздничных выпусков веселых про подарки, нацизм, музей оккупации, преступления, работа с исторической памятью, совестью. Вот это вот как бы именно это мы обычно заворачиваем в подарочную упаковку и с неожиданностью дарим нашим слушателям. Разворачиваешь, думаешь, там адвентный календарь или плюшевый медведь, может быть, iPhone. Нет, конечно же, преступление нацизма. Привет, я Марина. Привет, я Никита. Мы ведущие подкаста Easy Russian. Это подкаст для тех, кто учит русский язык. И очень здорово, что вы учите его вместе с нами. Спасибо, это классно. Все, на этом можно заканчивать. Потому что лучшим подарком для нас с Мариной является ваша любовь и интерес к русскому языку. И подписка. Подписка это сверхподарок. Это что там? Это подарок-сюрприз. Почти как визуализация прошлого и будущего, о чем мы говорили в прошлом Супер Изи подкасте. Ну что ж, раз мы уж коснулись этого, то наша тема этих двух подкастов – это подарки. Для меня, например… Стой, секундочку. Пожалуйста. Марина засветила солнцем. Вот еще один лучший подарок на самом деле. Я обожаю солнце, мне его сейчас очень не хватает. Если бы меня сейчас засветило солнцем, я бросил бы любую запись вообще и наслаждался бы только солнцем. Ты знаешь, вот вчера был солнечный день, у меня впервые за долгое время, в Грузии еще был солнечный, я себя чувствовала так хорошо, очень было здорово. Вот. Сегодня более пасмурно, и поэтому чуть-чуть чувствую я себя радость. Не настолько здорово. Да, я понимаю тебя прекрасно. Да. Нет, я очень раз солнечный человек в этом смысле. Иной раз открываю занавески, блэкаут-шторы рижским зимним утром, и почти ничего не меняется. Это очень смешно. Ты такой как бы… У меня было так в Берлине. Каждый день практически. Абсолютно любое время суток одинаково темно. Кошмар. Так что, да. Ну вот, друзья, в общем, наша тема подарки. Я сразу начну с себя, как всегда. Мое любимое занятие. Пожалуйста. Начинать с себя. Для меня подарки – это очень сложная тема. Мне трудно подбирать подарки для своих близких и любимых людей. Может быть, я какой-то недостаточно внимательный человек. Или, может быть, наоборот, я слишком боюсь выбрать что-то, что людям не понравится. Но каждый приближающийся праздник, в который надо кому-нибудь что-нибудь дарить, или праздник вроде Нового года или Рождества, когда дарить надо многим, это для меня источник постоянного стресса. Придумать, подобрать подарок, причем неважно, будь то какой-то готовый подарок, какая-то классная функциональная вещь или красивая вещь, которую можно купить в магазине, или будь то подарок, который можно и нужно смастерить своими руками, неважно. Когда дело доходит до реализации, у меня все становится хорошо, а вот придумать подарок – это всегда огромное испытание. А как у тебя с этим обстоят дела? Мне сложно дается придумывание подарков, но когда я нашла эту идею, тогда я очень рада, увлекаюсь этой идеей и начинаю этот подарок готовить. Но мне для этого однозначно нужно вдохновение. Если вдохновения нет, или я расстроена, или мы с этим человеком, которому я собиралась дарить подарок, поссорились, например, я не могу его сделать, мне очень сложно, и подарок хорошим не выйдет. Я прям через силу заставляю себя, знаешь, если вот не могу делать подарок, если я не хочу. Вот у меня это только искренне может быть. Можно тебе такой циничный вопрос? А зачем дарить подарок тому, с кем ты рассорилась? Вот я себе задаю этот вопрос, поэтому либо жду, когда мы помиримся, в смысле не жду, когда мы помиримся, либо мирюсь, либо как-то выхожу на какой-то диалог.
Либо мы уже рассорились, и все, никаких подарков. Мне это напоминает знаменитый мем про Тиндлер. Господи, сейчас я с утра очень сложно. Тиндер Свиндлера, да. Если ты помнишь, по крайней мере, в русскоязычном интернете постоянно появляется мем-картинка примерно к периоду с 8 марта по 14 февраля. То есть это два праздника. 8 марта – это Международный женский день, 14 февраля – День всех влюбленных. Это две таких традиционные даты, когда большинство россиянок ждут каких-то приятных подарков от своих мужчин. И вот мне очень нравится этот мем, что там типа Тиндер-свиндлер откуда-то из самолета как будто бы звонит, фоточка такая, и пишет, и сообщает своей возлюбленной, там, дорогая, любимая, меня снова преследуют враги, поэтому я вынужден пропасть со связи, там, типа, с 7 марта, там, или наоборот, с 13 февраля по 7 марта, так что не звони мне и не пиши. Вот мне кажется, когда ты говоришь вот эту вот забавную деталь о том, что тебе трудно дарить подарки тем, с кем ты поссорилась, надо просто ссориться со всеми под все важные даты, и проблему как рукой снимет. Но она не снимет, понимаешь, потому что я люблю дарить подарки. Но я очень сильно прям ответственно к этому подхожу, и из-за того, что я вот как у тебя, я слишком ответственно к этому подхожу, в итоге я могу подарить просто какую-нибудь полную фигню, потому что не придумаю ничего достойного, или в моих глазах это будет недостаточно классным. Но в последнее время я начала пытаться относиться к этому чуть проще. Могу рассказать про подарки, которые я дарила недавно. Обязательно, а потом я буду спрашивать тебя о методологии. Рассказывай скорей. Недавно я сделала подарок свидание, скажем так. Я вдохновилась твоим советом на Хэллоуин, Никит, по поводу вечера, который ты устроил своей девушке. Ты же это в подкасте рассказывал, а не после. Хорошо. Подкасте в подкасте. Я сейчас пою контору. Одной из своих девушек, да. Тиндер-свиндлер, как всегда, в строю. Не так-то просто. Это шутка. Так вот, я вдохновилась твоей идеей про посмотреть ужастик и там купить свечи, что-то такое, устроить такое дома. Но в итоге устроила это не дома, а устроила велосипедное свидание, придумала экскурсию, подготовилась к ней. Да. И как бы зная, что моему партнеру интересно, мне интересно кататься на велике, ему тоже. Но я прям весь Берлин на велосипеде объездила. И, кстати, посмотрите вот это видео. В нем я рассказываю про, а может быть, оно будет здесь, про разницу между Москвой и Берлином в бытовых вещах. Там в том числе есть про велосипеды. Так как это монтировать буду я, а я понятия не имею, как сделать это видео здесь, то оно, наверное, там не будет. Я шучу. Я добавлю это. Чёрт. Так вот. И я подготовилась, прочитала там про разделение Берлина, про историю там советскую, нашла какую-то хронику, подготовила фотографии и в итоге вот там взяла печеньки, чай горячий и спланировала маршрут на весь день. В итоге в конце дня мы оказались в музее, который называется «Музей капитуляции Германии». И это один из самых объективных музеев о Второй мировой войне, который я видела в своей жизни. Если честно, самый объективный музей, лучше я не встречала. О нем не знает почти никто, даже из живущих в Берлине. Хотя я встретила там как минимум одного немца и какую-то небольшую группу людей молодых. И это, там стоят танки, на которых написано «За Родину», снаряды, на которых написано «Берлин». Там потрясающе сделана экспозиция про то, что делали нацисты, и про то, что делали советские солдаты со всех сторон. Там нет никакой предвзятости, у меня не было ее там, и то, что делали нацисты на оккупированных территориях, когда они были на территории Советского Союза. Вот, что там было с пленными. Понятное дело, там много всего про Холокост. Но это не основной фокус, там об этом есть эта часть, но там фокус на самой войне, а не на геноциде. То же самое там про советских солдат, что они творили, когда они были в Берлине, и какие там были на них жалобы, не только на советских солдат, а на американских, на британских, на французских. Вот. Но главное, что там очень хорошо сделана хронология, показана хронология истории войны,
там есть карта, там как бы оригинал документов, там карта, на которой от руки написано по-русски. Я такой-то, такой-то забрал ее со стола Гитлера 8 мая и отдал такому-то, такому-то. Подпись, дата, подпись. Представляешь? Вот. Это довольно круто. Я такого, честно говоря, вообще не ожидала. Вот, как ты так... Ну, это традиционные абсолютно темы для наших праздничных выпусков веселых про подарки. Нацизм, музеи оккупации, преступления, работа с исторической памятью, совестью. Вот это вот как бы... Именно это мы обычно заворачиваем в подарочную упаковку и с неожиданностью дарим нашим слушателям. И разворачиваешь, думаешь, там адвентный календарь или плюшевый медведь, может быть, iPhone. Нет, конечно же, преступление нацизма. Все понятно. Очень рад, что мы, так сказать, везде можем нащупать как бы почву, понятную нам, привычную. Слава богу. Вот это, я понимаю, разговор про подарки и праздники. Думаешь, чем удивить любимого человека? Преступлениями нацизма, конечно же. Ну, не своими, слава тебе, Господи, а так, просто посмотреть. То, Он чтобы сам участвовать. хотел. Нет, ну на самом деле это блестящая идея. Вообще-то я сам обожаю велосипедные прогулки, даже если они не ведут тропами преступлений нацизма. Хотя, конечно, понятно, что щепотка нацизма украсит абсолютно любую экскурсию или любой сюрприз. Что тут говорить. Карта со стола Гитлера. Вот сразу... А что вообще можно мечтать? Знаешь, начинает что-то звенеть внутри от радости, когда слышишь эти сладкие звуки. Прости, Господи. Нет. Звуки капитуляции. Звуки Какие капитуляции. Издает звуки капитуляции. Но что тут говорить? У нас особое отношение к подаркам. Друзья мои. Меня убьет. Ну... В общем, я хотел сказать, что придумывать такие классные экскурсии, когда ты приглашаешь человека куда-то на какую-то прогулку или свидание, где есть какой-то маршрут, который ты придумал и даришь ему как сюрприз, то есть он шаг за шагом не очень понимает, чем это закончится, конечно же, естественно. И капитуляция. Говорить, да, естественно, он знает, чем это закончится, но первые несколько пунктов для него точно сюрприз, поэтому это отличная идея, теперь я у тебя уже возьму на заметку. У нас тут тоже есть музей КГБ, оккупации. О, Господи. Есть чем удивить женщину на Новый год, например. Просто надеваешь на нацизм колпачок Деда Мороза, как говорит Марина, и все то же самое, только празднично. В бонус пойдет, судя по всему, это выступление. Это потрясающе. Но, извините, Давай тогда друзья, вместе с своим рассказом все вместе в бонус. Да, естественно, мы записываем это рано утром на пределе своих физических и психологических возможностей в пятницу, поэтому, пожалуйста, не обессудьте. Надеюсь, никого не обидели. Ну вот, в общем, как бы то ни было, действительно, подарок, где ты придумываешь какой-то маршрут или план на вечер для своего партнера, это великолепная идея. Я обязательно ей воспользуюсь, потому что это классно. Мне в жизни не часто доставались такие подарки, но справедливости ради и я сам не то чтобы очень часто устраивал кому бы то ни было такие сюрпризы. Вот, наверное, надо начинать перемены с себя, попробую такое же придумать для своей девушки. Вот про себя, Никит, хочу здесь уточнить. А как ты считаешь, я просто сделала это из той же самой логики. Это то, что я хотела бы получить сама. Вот. Просто, живем уже 2 года, и ни разу ни разговора о Гитлере, ни коллективной вины, ничего, ни одной могилы не посетили. Не хотела бы получить капитуляцию. Пришлось брать ситуацию в свои руки, что тут говорить. Ты еще тогда с утра случайно оставляла полуоткрытую книгу, там, «Красное колесо», Солженицына, да, там, или как там, я забыл, господи, Варлама Шаламова подкидывала в туалет. А он никак. Просто иногда неделями ни слова о преступлениях нацизма. Честно говоря, даже в сексе начались проблемы.
Но Приходится после того, тихонечко как мы напевать себе. посмотрели- Значит, смотришь в потолок и такая, «Ich bin Soldaten, Unteroffizieren». Ну, чтобы хоть как-то огонька добавить во все это. Господи, я плачу уже. Но вообще-то это отдельная потрясающая тема о том, насколько вот эта противоестественная страсть, конечно, россиян, сколько я себя помню, это причем было и у моих родителей, к шуткам про нацизм, фашизм, про катастрофу, да, вот это вот, конечно, дико любопытный психологический эффект, то, что Ты шутишь про это? людям массово хочется шутить на тему страшного. И это очень смешно. Это гомерически смешно. И это, конечно, и стыдно одновременно. Если хорошо шутить. Ну, можно даже плохо шутить. Я вот помню прекрасно вот корпус этих шуток даже в знаменитом фильме «О чем говорят мужчины». Там тоже постоянно фигурировали немцы, да, вот это вот как фигура. Да, это правда. Немцы с автоматами, которые способны своим появлением либо урегулировать, либо довести до абсурда, но так или иначе точно как-то вот важным образом повлиять на любую абсолютно ситуацию. Ты берешь любую бытовую Даже на ситуацию. тему про подарки. Да, добавляешь туда, значит, немцев с автоматами, и сразу как-то понятнее становится. Это легче разобраться. Да, легче жить. да. Да. Ужас Сразу понятно, какой. кто виноват и что делать. Да. Вот это вот любопытный эффект. Да. Ну так вот, по поводу начать с себя, возвращаясь все-таки к нашим подаркам. Как ты считаешь, вот у меня была раньше такая тенденция, да и все еще, наверное, остается. Я очень много жду от кого-то что-то. И вот как будто бы, если попробовать повернуть это наоборот и самой начать делать то, что я бы хотела, чтобы, не знаю, делали для меня какие-то сюрпризы, маленькие приятности, то, может быть, это и будет тот первый шаг лучше, чем всякие другие намеки. Вот ты потому что сказал сейчас, что я такие подарки, я типа такой не получал, но сам не то чтобы делал. И вот как ты думаешь, если ты начнешь себя и начнешь делать такие прикольчики своему партнеру или своим друзьям, будет ли это иметь обратную реакцию? Но при этом, если ты это делаешь, не ожидая обратного, конечно, ты это делаешь конечно, просто искренне, это потому что закон тебе жизни. прикольно. Нет, 100%. Когда ты делаешь что-то, чтобы получить в ответ такое же, это не сработает. Наоборот только. Ну, у этого есть крайность. Она описана в замечательном анекдоте, даже в целом, извините, даже икнул, даже в целом корпусе анекдотов российских, русскоязычных. Общий сюжет, который примерно один и тот же, когда жена дарит мужу на годовщину шубу, а муж дарит жене удочки. То есть, как бы, каждый дарит то, что он считает важным самым и нужным, и самым прекрасным, а вовсе не то, что нужно второму человеку. Но, с другой стороны, можно же просто обменяться этими подарками. Все, у жены шуба, у мужа удочки. Может быть, тоже решение такое прекрасное. Поэтому, отвечая на твой вопрос, мне кажется, что, наверное, если то, что ты таким образом даришь, особенно если мы говорим о впечатлениях, о каком-то методе времяпрепровождения, то есть ты делишься какой-то своей философией, не знаю, методом наслаждения жизнью, если это нравится партнеру, прям вот он заражается от тебя этим, то это работает, очевидно. Например, я не знаю, просто я даже не знаю, пригласишь партнера на скалодром, а он никогда в жизни там не был, вот он полез, ему понравилось, он полюбил, и он тоже начал тебя звать на скалодром или в какие-то еще другие приключенческие места. Да, прыжки с парашютом или еще активности. что-нибудь. А с другой стороны, человек, может быть, пошел на этот скалодром, а у него спина больная или еще что-нибудь, попробовал залезть из уважения к тебе, значит, сорвался, упал, хоть и страховка, но он ударился коленкой о какую-нибудь железную или каменную штуку, а ушибся, там уже и до преступления нацизма недалеко. Да, окончательно расстроился, и ему все это дико не нравится, и он чувствует себя неловко, потому что, в общем, как-то и расстраивать тебя не хотелось, что он небольшой любитель физической активности, допустим. И скрыть свою досаду тоже невозможно, и как-то надо тебе еще сообщить, то есть надо как-то тебя и поблагодарить за это прекрасное свидание, но и как-то еще и намекнуть тебе, что больше не надо, пожалуйста, вот так. Поэтому очень важно, мне кажется, в подарках, в свиданиях, во всем таком, все-таки учитывать в первую очередь интересы человека. Это важно, даже если это интерес к
к разным... Преступлениям, я так полагаю, да? Как-то Преступлениям повисла расизма. пауза неловкая, да. Как будто ты боишься Нет, произнести очевидное для нас, для всех. Ну нет, это же не про интерес к преступлениям, это вообще в целом про спектр интересов. Когда ты слушаешь, внимательно к этому относишься и думаешь в первую очередь не о том, что ты думаешь, человеку бы понравилось, а что он сам все время тебе так или иначе намекал, как он тебе намекал, что ему Если он понравилось. намекал. Потому что, если честно, мне кажется, Никит, мы намекаем. Надо просто слушать внимательно. Ну ладно, давай вернемся к методологии. Ты вот меня хотел про методологию спросить, а я спрошу тебя. По какому принципу ты вообще выбираешь, что человеку подарить? Ну, я действительно, конечно же, как ты все верно говоришь, стараюсь все-таки прислушиваться и присматриваться к человеку. Ну, в первую очередь прислушиваться, потому что нет-нет, да все-таки люди произносят, чего им, что им нравится, чем они увлечены, чего им не хватает. Ну, вот мой приятель, например, недавно говорил, что ему нужен дорогостоящий автомобиль. Не буду ему дарить, пожалуй. То есть вроде намек понятен вполне, а справиться с этим я никак не могу. Но можно, наверное, я даже не знаю, что делать в такой ситуации. Подарить ему щетку для сметания Маленький снега. автомобиль. Маленький Ну, автомобиль. щетку для сметания снега, когда у него вообще нет автомобиля, это немного жестоко. Ну, пусть тебе не это его кажется? мотивирует. Он может тренироваться, ходить вокруг воображаемого Фига себе. автомобиля. Ну, если нас много Нет, таких стёбные друзей, и подарки мы это все круто. будем дарить по какой-нибудь детали, то лет за 20, глядишь, целый автомобиль соберем. Нет, то, честно говоря, я не знаю, что DIY. делать в таких случаях, да. Конечно, по моим наблюдениям, сейчас начнутся еще, так сказать, шутки на грани фола, все-таки есть некоторая гендерная разница. Мне кажется, что мужчины реже говорят о том, чего им хотелось бы. Просто мое личное Да, наблюдение. наверное. Я ни на что не намекаю, ни в коем случае, не претендую на объективность, но по моему личному опыту мужчины реже говорят о том, чего бы они хотели, что им нравится. Они как-то большую часть своих хотелок, так называемых, переживают молча. А жаль. Было бы здорово, если бы говорили. Да, с женщинами, честно говоря, поудобнее, потому что, господи, если уж совсем трудная ситуация. Но есть совсем простой лайфхак. Всегда можно пригласить свою подругу в торговый центр и внимательно понаблюдать за тем, на что она обращает внимание. Ну, так или иначе, чем-то да она выдаст свои интересы. То ли, может быть, задержится у какого-нибудь магазина с ювелирными украшениями. Или, может быть, рядом с каким-то магазином одежды скажет: вот, мне как раз бы вот такое платье бы подошло бы для новогодней вечеринки. Или еще что-нибудь. Или абсолютно прямолинейно скажет: у меня кончились трусы, мне нужны трусы и колготки, вот эти в Кальзидонии, вот такого размера. Смотри, да, я сфотографирую. Я сфотографирую и тебе пришлю. И брошу в закрепы к нам, да. Чтобы не у тебя не было забыть. сомнений, да. Ну, может быть, и так, действительно. Ну, не знаю, я Да, знаю, даже что не всегда работает, в российской традиции недорогих подарков для не очень близких людей обычно стандартный набор. Мужчинам надо дарить там носки или носовые платки. Сейчас уже, правда, им никто не пользуется, но так было в моем детстве. Что там еще? Да, пену для бритья. Забыл. Какие там еще классические мужские подарки? Гель для душа. Гель для душа, да, наверное, что-то такое. Можно недорогой. Вообще персонализированные подарки это, конечно, гораздо прикольнее, даже если они недорогие. Но зачастую оказывается сложным вспомнить, вот именно в момент, когда нужно выбирать подарок, сложно бывает мне вспомнить, что именно я хотела подарить, думала об этом, если я это не записывала, или что человек говорил. И у меня, знаешь, возникает такая фрустрация, я в какие-то моменты осознаю, что я вообще, не осознаю, мне кажется, что я вообще не знаю, что моему близкому человеку, неважно, это партнер или друг, нравится, или подруга, что вообще нравится этому человеку, что он любит, чем он живет. И ты на самом деле все это знаешь. Но это такая растерянность, и ты думаешь: какой я ужасный друг. Я вообще ничего не знаю про этого человека. Как я могу ему что-то подарить? Слушай, у меня такая же растерянность возникает, когда некоторые мои, я совершенно за это их не осуждаю, прямолинейные друзья спрашивают у меня: а что бы ты хотел на день рождения, например? В этот момент у меня проносится ветер просто из левого в правое ухо, даже без перекати поля. И я совершенно ничего не понимаю. Белый шум. Я обычно говорю совершенно искренне: ты знаешь, вообще-то мне ничего не нужно, у меня все есть. И потом думаю: надо же, я прям как
как философ отвечаю. Как здорово быть человеком, у которого все есть. На самом деле это, конечно же, не так, но совершенно невозможно вспомнить в этот момент, а что действительно я хотел. Поэтому неудивительно, что трудно вспомнить, чего хотят другие люди, если ты даже про себя-то этого не можешь с уверенностью сказать. Ну, если только сами знаете, чего это не касается. Ты знаешь, ты можешь вспомнить какие-то особенности, которые есть вот чисто в России, когда мы дарим подарки, какие-то традиции, как дарят подарки у нас? Или как в твоей семье, например, это было? Мне кажется, это довольно обычно. Я не заметил никаких отличий по отношению там, к большинству других стран, в которых я бывал. Подарки, конечно, при прочих равных стараются упаковать. Действительно скрыть их как-то, чтобы подарок был немножко сюрпризом. Ну вот я помню, что в детстве, я прям совсем маленький был, мама подарила мне набор юного химика. Я очень о нем мечтал. Классно. Но нашел я его за 10 дней до Нового года или дня рождения. Я сейчас точно не помню, по какому поводу был этот подарок. Совершенно случайно запрятан он там где-то под кроватью. Я такой, божечки, как так случилось, что под кроватью... И я действительно искренне не понимал. Маленький я, правда, этого не понимал. Думал, что это за совпадение. Маме пришлось признаться, что это мне так, я получил подарок раньше времени. Может быть, кстати, от этого у многих детей есть страсть бегать по разным квартирам и домикам и заглядывать во все возможные там щели, углубления, таинственные места в надежде найти какие-нибудь еще подарки там на 10 лет вперед запрятанные. Довольно забавно. Ну, из традиций, ну, действительно, мы все всегда старались нащупать что-то, что нравится вот в нашей семье, кому что нравится. Если совсем беда, то в современный мир принес, конечно, довольно удобное решение в виде, например, подарочных сертификатов. Ну, то есть ты в целом понимаешь, что, допустим, твой приятель любит мотоциклы, то можно подарить ему подарочный сертификат в магазин мотоаксессуаров и экипировки, допустим. Если там друг твой рыболов, то можно подарочный сертификат в какой-нибудь большой магазин рыболовных снастей. Ну, если подруга, о которой ты вообще ничего не знаешь, допустим, малознакомый человек, но очень хочется подарить, то, мне кажется, сертификат в какой-то хороший магазин, допустим, парфюмерии и косметики, точно будет в общем попаданием, да, потому что, да и мужчине, кстати, это будет попаданием. Что это у меня тут за гендерные стереотипы? Потому что, точно человек найдет что-то, что ему нужно, даже если это, я не знаю, будут не духи, а, допустим, я не знаю, солнцезащитный крем или что-то такое. Или специальное средство по уходу за лысиной, например. Какая разница? Прикольно. Это есть что-то... такое? Наверняка есть. Я, правда, не пользуюсь ничем таким, но я уверен, что есть. Просто есть какие-то, слава богу, универсальные варианты, которые точно пригодятся. А любишь ли ты делать подарки своими руками? Я, пожалуй, люблю, хотя не могу сказать, что делал это сильно часто. И вообще, в принципе, мне нравится сочетать подарки, то есть мне нравится дарить что-то классное, точно полезное, что-то такое, что точно понравится человеку, сопроводив это еще чем-нибудь, я забыл, рукодельным. Я забыл все правильно. Рукотворным, забыл все слова. Вот, или хотя бы открытку нарисовать от руки я очень люблю. Кстати, если вспоминать тему и оборот из нашего прошлого выпуска, я вот как раз люблю очень эту игру, я очень много раз проделывал ее со своими друзьями и подругами. Это упаковывать подарки в какие-то такие упаковки, чтобы они притворялись чем-то совершенно другим. Так, например, я дарил iPhone, спрятанный в огромной сковородке. Ничего Я специально себе. купил огромную чугунную дешевую сковородку на рынке и упаковал ее в подарочную бумагу именно вот руками. Принципиально неаккуратно, знаешь, прям было видно, что кое-как через жопу, простите, упаковано, но так, что ты прям понимаешь, наверное, же видно, это как бы сковородка в подарочной бумаге, косо криво заклеена, это такой, на, держи, типа. И подруга такая, спасибо, это сковородка. Иногда такая игра могла затягиваться, потому что если человек совсем расстроился, он просто эту сковородку выбирает, да, как бы ты ему говоришь, ну посмотри на мою сковородку, я же долго ее выбирал, там, и человек такой, матерясь уже такой, ну ладно, открывает, а там iPhone, вот приятно. Я так прятал подарки в чайники или там, знаешь, в какую-нибудь коробку. То есть, если совсем не было времени, я находил какую-нибудь коробку от бытовой техники. Ну, типа,
Ну, не знаю, чайник, какую-нибудь хрень, миксер, знаешь, мультиварку такой. Вот тебе мультиварка. А там, на самом деле, конечно, не мультиварка, хотя иногда бывало и компромисс мультиварка, а в ней, не знаю, там, что-нибудь очень приятное. Духи дорогие, допустим. Ну, как бы, вот такая вот у меня такая забава была. Я очень часто этим развлекался. То есть, может быть, это не очень было прилично по отношению к человеку, что он испытывал такие... Нет, это я уже просто подытоживаю. Ничего нового я тебе не расскажу. Нет, я думаю, просто мне что нравилось вот так играть мне на кажется, чувствах. это очень прикольно. Типа человек сначала расстроился, а потом обрадовался. Да. Я думаю, что надо прикалываться, потому что без приколов не так весело жить и дарить подарки. И вообще я возьму эту идею на заметку. Мне это нравится. Ну, это просто к тому, что там у нас был персонаж, который пытался упаковать медведя в оберточную бумагу плюшевую, так что, в общем, действительно довольно сложно скрыть, если это большая крупная игрушка, если ты ее плотно упаковываешь, но только если в коробку ее не засунешь. Зашит. Да, то, в общем, можно иногда пользоваться этим от обратного. Специально упаковывать что-то, чтобы оно притворялось одним, а оказывалось другим. Хотя много приколов в интернете как раз в обратную сторону. Там, типа, когда дарят упаковочку из-под айфона, а внутри, я не знаю, открывашка. Блин, это жестко. что хочешь. Вот это вот мне не нравится. Лучше в обратную сторону развлекаться. Какой-то обман уже получается. Да. Я тоже люблю делать подарки своими руками, но делала их... Но не то, чтобы сильно много этим занималась. А вот сейчас у меня появилось желание делать что-то такое DIY. Ну что, например? Расскажи. Что бы ты сделала? Понимаешь, вот если я расскажу, то уже... Маленький музей оккупации в масштабе 1 к 50 тысячам. Например, вот это не мой подарок, но, по-моему, хороший пример. Я недавно была в гостях у подруги, и ее парень подарил ей лампу. Она хотела лампу, она ему недвусмысленно намекала, что хочет лампу, но он ее в итоге сделал своими руками, и причем за вечер. И лампа довольно... потому что планировался другой подарок, а потом приехали мы, ее подруги, и я еще и приехала сюрпризом, не предупредив ее. Я сделала ей подарок на день рождения, прилетела в Грузию. А там раз, и вот не ожидала она, что я прилечу. И доехать я тоже с трудом смогла из-за протестов, потому что она живет прямо напротив, прямо возле парламента. И получилось, что еще до утра я ждала, пока слезоточивый газ рассеется, и можно будет дойти к ней домой. Поэтому пришлось звонить из аэропорта. Это тоже можно вырезать. Я рад, что мы коснулись второй любимой нашей темы. Это протесты. Еще один, знаете, наряду с мишурой, елочными шарами, еще один непременный атрибут рождественских новогодних праздников. Протесты, дубинки, водометы. Вот это вот все, там баррикады, пылающие покрышки. То самое, что создает вот это вот добавляет необходимую толику. Куда, знаете, как вот этот вот пряник такой имбирный, да, как бы в духе любого праздника. Это, конечно же, протест, каска, ОМОН, мегафон, вот это вот что-то такое вот. Сразу чувствуешь кричалки мы с Европой. Да. Тоже обязательное условие, судя по часть сюрприза, да, как бы. Часть сюрприза, да. Вот как надо радовать друзей. Вы, значит, переодеваетесь всей компанией, значит, в униформу ОМОНа, вышибаете дверь, кладете всех на пол, в трусах, желательно в наручники, значит, бросаете в машину с мешком на голове, потом куда-то отвозите, а там бац, сюрприз. Это тебе сюрприз-вечеринка на день рождения. Если твой друг в этот момент все еще не умер от инфаркта, то вечеринка удалась. А если умер, то что ж, похороны нынче дорогие. Так, выпуск про подарки превратился в наш классический и любимый мной выпуск черного юмора от Никиты и Марины. Дорогие друзья, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, переходите в комментарии. Обсуждать преступления нацизма. Этих засранцев. Приходите к нам в танцы, ждут вас выпивка и танцы. Ладно, говорю коротко про подарок. Да. Буду прощаться. Давай. Извини, пожалуйста, что я тебя перебил, но просто ты понимаешь. Я считаю, это очень в тему, и считаю, что ничего из этого не надо вырезать. Пусть у нас будет искренний настоящий выпуск, за который нас все захейтят. Или, наоборот, поддержат. Дорогие подписчики. Так вот, заодно узнаем, кто до конца досмотрел, Никита. Так вот, он сделал ей, молодой человек моей подруги, сделал ей лампу своими руками из плиточки, там, затирки,
чего-то еще. Такая маленькая красивая плитка была. И я спросила, почему именно такая лампа, как ты ее делал, и он сказал, что мне так нравится ее талия, что я вдохновился формой ее талии, и лампу сделал, и пошел искать торшер по форме, похожий на ее талию. Я думаю, ничего себе, поэтично, конечно. Ну и дальше он рассказывал, взял как он ее за клеил талию эту руками, лампу. а потом с этими руками ходил по магазинам, как, знаешь, в роликах есть такие. Лифчик выбирают, типа... Да. Я слышала какую-то очень старую шутку про то, как мужчина выбирает лифчики женщинам. Якобы, знаешь, типа прислонил руку и такой Да, пошел. Может, это тоже, о чем говорят мужчины, было. Ну так Ладно. и что же? Ну, Давай доберемся да до нет, но конца. она была очень рада, это мило, он сделал ей своими руками такую гигантскую эту лампу, но в итоге они переделают ее вместе, потому что она хочет ее там чуть-чуть другой формы, там надо еще пооттирать затирку в некоторых местах, но это я скорее привела как пример подарка своими руками, который может быть тоже довольно прикольным. А еще это, мне кажется, хорошая альтернатива, когда у тебя нету возможности купить какой-то дорогой подарок, и вместо того, чтобы купить какую-то фэнси, прикольную, дорогущую лампу, ты просто берешь и эту лампу делаешь сам. Вот. И, не знаю, мне кажется, что такие штуки – это очень мило. Я ценю в подарке вот это вот внимание и время, которое ты этому уделил. Мне мой молодой человек дарит подарки, сделанные своими руками в том числе, и это каждый раз супер мило. Даже если это какой-то, я не знаю, это может быть какой-то необычный там конверт, который он как-то... сделал так, что он как будто бы горел, он его потушил, и там такие необычные разводы на нем. В конверте лежит какая-то еще штука. Или вот, например, я подумала, что я бы с радостью поотгадывала какой-то квест. У меня было так в прошлом, когда я искала подарок от моего партнера, когда там у нас лежали бумажки в разных частях квартиры, и нужно было, да, это мило. откопать, куда вообще идти, какие следы. Это очень здорово, это классные штуки, я такое люблю. Я не могу Больше, про чем лампу не дорогие вещи, отреагировать, даже люблю. потому что у меня Давай. есть чудесная история про мою подругу, у которой мама ее бывшего мужа была современной художницей. И она однажды подарила сыну лампу, сделанную из слепка ее как бы голого туловища. То есть это как бы, это как Мамы, туловище Венера. мамы. Да, мама подарила своему сыну лампу, сделанную как бы тут грудь, талия, часть Интересно. попы. Это такой, значит, гипсовый слепок. В нем внутри как-то там висит лампа, это все светится. Сам по себе подарок довольно впечатляющий. Так вот, значит, муж моей подруги принес этот подарок и поставил его в общий дом, из-за чего моя подруга много кринжевала, что называется. Но самое потрясающее, что когда они развелись, муж съехал и оставил ей эту лампу и отказывался ее забирать. В смысле, там никак не совпадало. То есть, был болезненный развод, им было трудно общаться друг с другом. Она его много просила забрать эту лампу, а выкинуть тоже рука не поднималась, потому что было понятно, что это очень, это все-таки как ни крути. Дело в том, что мама умерла уже к этому моменту. Я забыл про эту деталь. И было понятно, что с этой реликвией надо обращаться как-то осторожно. То есть, нельзя просто взять и выбросить ее или подарить кому-то, несмотря на то, что моей подруге очень не хотелось соседствовать с этой лампой, особенно после того, как они развелись. И она с этой лампой еще пару лет жила, пока, наконец, он не смог ее забрать. Поэтому, как только ты начала рассказывать мне про подарок в виде лампы, особенно в форме талии, у меня сразу одна единственная ассоциация с чем-то довольно странным. Но это я. Захотелось. Я уверен, что тот подарок был прекрасен. Да, сделай слепок и дари его всем своим врагам. Главное, не сыновьям. Да, хотя бы, да. Ладно. Никит, мне пора выезжать маму встречать в аэропорт. Да, извини, видишь, как тематический, какой переход потрясающий. Поезжай к маме, все правильно. Нет, на самом деле я очень рад, что вы увидитесь с мамой, передавай ей привет, и я желаю вам хорошо провести время. Спасибо. Ну что ж, спасибо, дорогие друзья. Очень, как обычно, странный у нас получился выпуск, который мы задумывали как праздничный, а он получился с нашим традиционным колоритом. Как всегда. Так что пишите нам в комментариях, как вы выбираете подарки или как вы сообщаете своим близким людям о том, что бы вы хотели получить в подарок. Нам это очень интересно, особенно мне понадобятся ваши советы и лайфхаки. Так что до встречи, дорогие друзья. Все, не знаю, что еще говорить. Подписывайтесь на нас. Да, подписывайтесь на нас, конечно. И пишите в комментарии про свои подарки обязательно. Да. Всем пока. Всем пока. До новых встреч.